Всем привет! Сегодня готовим оригинальное и красивое песочное печенье «Пустыня Сахара». Оно получается такое вкусное и очень необычное. Посмотрите, какое печенье получается удивительное. Своим внешним видом оно напоминает растрескавшуюся землю в пустыне Сахара. И его можно есть очень интересным способом. Посмотрите, каждый кусочек можно отламывать как мозаику и есть в прикуску. Вы видите? Не надо даже ничего откусывать. Печенье разбирается. Получается такое разборное печенье. Очень здорово. И я сейчас разломаю тесто. Оно здесь очень вкусное, нежное, песочное. И для приготовления печенья мне понадобится примерно 420 граммов муки. Муки может уйти чуть больше или чуть меньше. Будем смотреть по консистенции теста. 80 граммов кукурузного крахмала. Можно заменить картофельным крахмалом. 150 граммов мягкого сливочного масла. 180 граммов сахара. 2 яйца. Я использую яйца крупного размера. 50 граммов кефира. Можно заменить сметаной. 8 граммов разрыхлителя для теста, щепотка соли, 1 чайная ложка экстракта ванили, можно заменить ванильным сахаром. И также мне еще понадобится какао-порошок. Приготовим тесто. В миску разбиваю яйца. Добавляю кефир, мягкое сливочное масло, добавляю сахар, соль и чайную ложку экстракта ванили. Хорошо все перемешиваю лопаткой. Сейчас просеиваю в массу крахмал, разрыхлитель для теста и часть муки. Перемешиваю. Все перемешала, и теперь лопатку убираю. Дальше тесто буду домешивать рукой. Просеиваю в тесто всю оставшуюся муку. Тесто должно получиться довольно мягким, но вместе с тем не прилипающим к рукам. Я вижу, что тесто у меня еще слегка липковато, поэтому я добавляю сюда еще муку. Посмотрите, какое тесто у меня в итоге получилось. Вы видите, оно нежное, мягкое, но вместе с тем абсолютно не прилипающее к рукам. В тесто я добавила еще 30 граммов муки. Подкатываю тесто вот в такой шар, перекладываю в пакет. И тесто я отправлю минут на 15-20 в холодильник. Тогда с тестом будет намного легче работать. Надо, чтобы оно отдохнуло. Тесто я достала из холодильника. Оно у меня хорошо отдохнуло. И сейчас я разделю его на 2 части. Так удобнее будет формировать печенье из одной части теста. Эту часть отправляю обратно в холодильник. Тесто я подкатаю в такой небольшой валик. Мне надо от теста отделить 1/3 часть. Вот примерно вот так. Эту часть теста я откладываю, а эту часть разделю еще на 5 равных частей. Я подготовила небольшой такой поднос. Можно взять доску обычную, деревянную. Подсыпаю здесь какао-порошок. И теперь вот из этих маленьких кусочков теста я раскатываю валики. Длинные такие жгутики. Конечно, длину жгутика выбирайте сами. От того, какой у вас жгутик, такой величины и печенье получится. Когда раскатываете жгутики, обязательно плотненько прижимайте, чтобы внутри жгутика не образовывалась пустота. Я раскатываю жгутики примерно длиной 22-23 сантиметра. И сразу же перекатываю на доску с какао. И раскатываю следующий жгутик. Я раскатала все жгутики и сейчас буду их обваливать полностью в какао.
посмотрите, я прокатала все жгутики. Вот они у меня такие все шоколадные, классные получились. И сейчас я рекомендую помыть руки. Сейчас рабочую поверхность я слегка подсыпаю мукой. Выкладываю вот этот больший кусочек теста. Также слегка его еще подпылю мукой. И раскатываю в прямоугольный пласт. Точно такой же длины, как у меня длина жгутиков. Ширина теста у меня здесь сейчас получилась примерно 16 сантиметров. И сейчас на этот кусочек теста я перекатываю вот эти вот мои валики. Видите, они даже чуть-чуть получились короче. Я их прямо на тесте здесь немножечко подкатываю. Перекатываю. Выложила 3 валика. И оставшиеся 2 валика я накатываю как бы наверх. Вот таким образом. Самое главное сейчас очень хорошо соединить тесто, чтобы внутри не было пустот. Можно тесто заворачивать при помощи силиконового коврика. Вот таким образом я приподнимаю, поджимаю и проворачиваю. И теперь очень аккуратно, все бережно поджимаю внутри, чтобы не было пустот. Именно вот так вот хорошо прижимайте. Но даже если где-то немножко пустота и образуется, в принципе, это ничего страшного. Печенье будет просто очень интересное. Вы, когда его испечете, сами в этом убедитесь. Вот эту мою доску я опять хорошенечко подпыляю какао. И перекатываю сюда валик с моим тестом. И хорошенечко обваливаю все в какао. Сейчас на стол я расстелила пищевую пленку и перекатываю сюда мой валик с тестом и упаковываю его в пленку. И уже в пленке я его очень хорошо подожму и прокатаю. Хорошо, плотненько завернула в пленку. И теперь вот эту колбаску можно и постучать, и покрутить, и хорошенечко поприжимать. И теперь я плотно закручиваю концы пленки. Вот таким образом получается вот такая колбаска. Сейчас она, конечно, очень мягкая. Тесто надо отправить в морозильную камеру. Я перекладываю тесто на тарелку и отправляю в морозилку. А сама тем временем буду точно таким же образом формировать второй кусочек теста. Итак, посмотрите, у меня сформирован второй валик теста, а первый, пока я формировала этот, уже немного подмерз в морозилке. И я сейчас все меняю местами. Этот валик теста отправляю в морозилку, а этот сейчас буду нарезать на порционные кусочки и выпекать. Тесто я достаю из пищевой пленки и буду резать на кусочки. Конечно, размер печенья выбирайте сами. Посмотрите, какой классный срез получается. Вот видите, тесто немножко лежало и приплюснулось, поэтому подправляем. Этот, конечно, кусочек теста, краешек, будет вот такой закругленный. Итак, я сейчас нарезаю тесто вот такими кусочками. Толщина примерно 1 сантиметр, может чуть меньше. Конечно, выбирайте сами, какая больше толщина вам нравится. Может, вы хотите чуть тоньше, чуть тоньше. И, конечно, каждый кусочек теста я вот так вот немножечко поправляю, округляю. Старайтесь не зацепить рисунок, чтобы он не запачкался какао. Выпекать печенье я буду на силиконовом коврике. Выкладываю печенье на расстоянии друг от друга. Конечно же, можно выпекать и на обычной пергаментной бумаге. И сейчас это замечательное печенье я отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку. Примерно на 15-20 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке, а также по размеру печенья, которое вы готовите. Печенье я достала из духовки. Вы только посмотрите, какое оно получилось красивое.
Вообще, оно увеличилось в объеме. И вы видите, как красиво смотрятся вот эти трещинки. Точно как пустыня Сахара. Печенье я перекладываю на решетку, чтобы оно пока остывало. Из этого количества ингредиентов у меня получилось 30 штук вот такого красивого печенья. Друзья, посмотрите, какое удивительное печенье получается. Оно реально, вы знаете, его так интересно есть, просто как в прикуску, с чаем, с кофе, с молоком. Это великолепно. Моим домашним очень нравится это печенье. Именно за то, какое оно интересное. И на самом деле можно держать палочку теста в холодильнике, и когда надо, достал и быстренько приготовил такую вкусняшку к чаю. Вообще печенье очень вкусное. Здесь великолепное тесто. Я всем рекомендую приготовить и попробовать. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!